Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что присутствуете на этом прямом эфире с Василием Волгой. Он на связи. Василий, приветствую вас. Мое почтение вам, Александр, и вашим зрителям. Друзья, всем большое спасибо, что ждете, что смотрите. Спасибо большое за то, что мы вместе. Для того, чтобы не потеряться, я всех приглашаю на канал Василия Волги и на Ютубе, и, конечно же, в Телеграм-канале. Да? Телеграм сейчас особо острое место, где очень волнительно все происходит. Да? Какое-то вот расщепление, по крайней мере, с российской аудиторией. Мы об этом тоже поговорим сегодня. Ну и вообще, к чему все идет. Начать предлагаю наш сегодняшний эфир с вот такого опроса. Звучит он следующим образом. Когда прекратится война в Иране? Все банально и просто. Да? Ну и варианты. В конце месяца, в конце весны, где-то осенью или годик, вот теперь стало понятно, точно повоюют. Трамп, кажется, уже начинает оправдываться. Мол, я не в курсе, ребята, я не в курсе, как в одном скетч-шоу, что Израиль наносил удары по объектам Ирана, а Иран теперь бьет по объектам нефтегазодобычи, химической отрасли, Катара, например, Ближнего Востока. В общем, это такое потрясение для него. Однако какие-то странные шаги сейчас предпринимает американская администрация. Выходит Бессент и говорит: слушайте, а мы иранскую нефть из-под санкций выведем. То есть удары продолжаются, руководство как бы выводится из строя, одного за другим, в общем-то, выбивает Израиль и Америка, а нефть, получается, из-под санкций выводится. Очень странностей много в этой войне. Так к какому варианту вы бы примкнули? Когда же это все закончится? Безобразие. Я не знаю, наверное, ни одного человека сегодня на планете Земля, который ответит утвердительно хотя бы на одну из этих позиций. Я скажу совершенно откровенно мое впечатление, что эта война продолжаться долго не может. В силу того, что перед нами с вами ярчайший пример того, что идеальных систем не существует, в том числе не идеальная система американской и израильской разведки. Уж как сильно их перехвалили, когда они действительно провели, израильтяне, такие точечные акции, как системно быстро они уничтожали руководство того же Ирана, да, но совершенно недооценили стойкость Ирана. Они совершенно не имели точных данных в отношении резервов вооружений, о том, какие огромные города под землей, мы сейчас только начинаем об этом догадываться. Просто из-за находясь в той ситуации, когда ракеты Ирана, кажется, не то, что не заканчиваются, а удары увеличиваются и расширяются. Так что первое, то, что мы имеем с вами, это растерянность Соединенных Штатов. Мы видим Соединенные Штаты сегодня, пожалуй, впервые, во всяком случае, на моей политической истории, вот последние 20-30 лет, то, что я вижу, они не управляют миром, они в растерянности. Вот. И по этой причине, если война продлится хотя бы какое-то продолжительное время, и Иран сохранит такую боеспособность, которая у него есть, и общество, оно уже достаточно сплоченное, общество иранское, и тот шок, который пережили и американцы, и израильтяне, да и весь мир, собственно говоря, что убийство руководства Ирана не привело к разрушению и разложению общества, а оно привело к полнейшей консолидации, как к единому кулаку. Сегодня это 90-миллионный сплоченный народ, ведущий войну за свою землю, за свое будущее. Вот. И это, кстати, очень интересный момент. Извините, я прерву. Тут, ну, давайте так. А правда? А за что ведется война сейчас с Ираном и в Иране? Вот не получается же Трампу сколотить коалицию, да? Вот все как-то сторонятся. Некоторые там громко выходят, говорят: эх, Мерц говорит: нет, Трамп, не наша война, война в Израиле. Более, в самих Соединенных Штатах Америки уходит, например, антитеррористический функционер Кент, приходит к Такеру Карлсону, и это все, что мы сейчас наблюдаем, что анализируем, вообще увязывают с гибелью Кёрка, Чарли Кёрка.
То есть это вообще абсолютно теперь по-другому выглядит. Поэтому и такие вопросы возникают. Так а за что тогда бьют Иран и за что воюет Иран? Вот это вот очень интересно сейчас разобрать. Буквально за одну неделю ситуация так радикально изменилась, что изменились и цели. Первичные цели, которые перед собой ставили Соединенные Штаты Америки, насколько это можно было понять из публичной риторики, из соотношения экономик Китая и Соединенных Штатов Америки, то первичные цели были довольно просты. Вышибить из-под Китая вот этих 2 миллиона баррелей нефти в день, которые он получал, почти 2 миллиона, которые он получал из Ирана, дешевой нефти, потому как она подсанкционная. И, конечно, это давало огромные преференции Китаю перед европейской экономикой, перед американской экономикой. Сначала это было, по моему убеждению, именно так. Впоследствии, когда оказалось, что загорелся весь Ближний Восток и Иран совершенно не собирается сдаваться, а даже наоборот, как победитель, будущий победитель, выдвигает требования ко всей мировой современной экономике, вы либо соберете деньги нам на репарации, для того, чтобы восстановить нас, либо мы тогда устроим так, что вас существовать не будет, и эта угроза с каждым днем становится более и более исполнимой. То есть уничтожение Ближнего Востока, зажечь Ближний Восток, как вот только за одни сутки мы с вами получили 2 точных, страшных для европейской экономики удара по Катару и по Саудовской Аравии, по 2 самым крупным газоперерабатывающим предприятиям мира. Вот. То, что творится сегодня в Европейском Союзе с ценами на газ, когда мы еще не имеем вечера, а цены уже почти на 60% подскочили. То, что на сегодняшний момент мы имеем срочные совещания всех, я подчеркиваю, всех правительств, всех стран Европейского Союза с одной единственной целью, с одним единственным вопросом: что делать? Что делать с ростом цен на газ? Что делать с тем, что останавливаются, фактически стоят перед вопросом, стоят перед вопросом остановки химические предприятия, производящие карбамиды, то бишь удобрения для сельского хозяйства. Впереди европейская посевная, которая должна накормить 750 миллионов человек, почти 1 миллиард человек. Накормить их без урожая европейского невозможно. А этот урожай сегодня ставится под огромным вопросом. Вы понимаете, война, которая начиналась ради одних целей, сегодня до такой степени переворачивает ситуацию, что не исключено, что Европейский Союз не будет уже более отправлять продукты питания в Африку, а будет просить, например, у Российской Федерации: дайте хлебушка. Так что здесь, чтобы закончить, ради чего эта война идет. У Соединенных Штатов на сегодняшний день эта война идет ради того, чтобы ее закончить. Так а чего было начинать? Это какой-то, знаете, армянский комсомол. Давайте создадим проблемы и будем дружно с ними бороться. Мое мнение такое, что это было, знаете, после удачи в Венесуэле, после того, когда к Трампу, помните, это вот череда таможенных пошлин, которые он устанавливал невероятно высоких, и когда к нему весь Европейский Союз поехал ручку поцеловать. Ведь то, что тогда происходило, это же было даже, знаете, я, например, испытывал в некотором роде испанский стыд, хотя я не испытываю особенной любви к Европейскому Союзу и к его чиновникам. По моему мнению, это люди, которые глубоко недостойны того, чтобы руководить своими странами и, в принципе, Европейским Союзом. Но, тем не менее, даже мне было стыдно, когда они произносили такие дифирамбы. Вспомните, Рютте первый начал от имени НАТО произносить дифирамбы Трампу, прямо как, не знаю, как королю солнца, наверное. Как, наверное, египетскому фараону Тутанхамону, который верил в свою божественность, произносили эти дифирамбы. И мне кажется, после этого Трамп оказался совершенно убежденным. Вот он сказал Европе: я Гренландию заберу. А что Европа? Она как-то очень боязливо сказала: не дадим. И отправила по 2 человека военных на остров, чтобы оказать сопротивление Соединенным Штатам Америки. И Трамп был убежден, что в случае, если этот конфликт
возникнет и будет проблема с Ормузским проливом, то все страны Европы ради любви Трампа к ним окажут ему полное содействие. Знаете, как говорят, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Подчеркну, кстати, пользуясь возможностью, хочу поздравить подводников. Сегодня это и мой профессиональный праздник, и тех, кто служил, для кого такие как западные лица, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, скажем, да, это места службы. Я поздравляю всех. Вот. И вот в данной ситуации, когда сегодня Трамп идет по пути, который на бумаге ему написали как гладкий, так вот, меня учили еще в военном училище, что любая военная операция, любой боевой поход, даже боевой поход не во время войны, а когда атомная подводная лодка уходит в автономное плавание на 3 месяца, обязательно происходят внештатные ситуации. Та же самая ситуация здесь. В войну пошли, думали, все будет просто. И прачечная загорелась на Джеральде Форде, кровати погорели, и надо срочно... Да. Так одной только этой прачечной, которая загорелась, было достаточно, чтобы очень принципиально изменить соотношение сил. То есть случайность на войне, это такая вещь, которая на самом-то деле царствует на войне, которая на самом деле очень во многом определяет, как будет происходить ситуация. И последнее, вернее, я вернусь к началу, с чего я начал. На наших с вами глазах крушение иллюзии о всесилии Запада, о монолитстве Запада, единстве Запада и о всесилии разведок. Разведки Нетаньяху, израильской, разведки Трампа, разведки американской. Вот. За что ведет войну Иран? Еще раз скажу. Иран ведет войну за право быть. Для Ирана это война экзистенции, существования. Для Ирана это война за правду, за то, во что Иран верит. Почему страны Персидского залива, которые раньше считались, собственно говоря, такими крепкими союзниками Соединенных Штатов, как саудиты, например, да, как Катар, по какой причине они сегодня, мы видим в прессе есть критика от шейхов арабских. Они, Wall Street Journal пишет, по-моему, или в New York Times, они говорят, в ярости. Мы лоббировали, чтобы это все закончилось побыстрее, а не получилось. Они говорят, Трамп, хорошо, так защити нас. Опять вот то, о чем мы говорили там в начале еще вот этой сумасбродной операции Трампа, и когда это называлось, помните, планом Хаменеи, то есть поджечь Персидский залив, бить именно по энергетике, так он, получается, работает, этот план. Почему? Потому что наличие у тебя в стране военной базы Соединенных Штатов Америки, это выяснилось сейчас по состоянию на весну 26 года, что это не защита, это не нечто эксклюзивное, что тебя может защитить от всего на свете и как бы подкрепить твой статус, а это прямая угроза. Самая непосредственная и прямая, от которой Соединенные Штаты защитить не могут. И вот только сейчас раздаются прямо какие-то жалобные призывы, вопли, вой со стороны Хексета, министра войны Соединенных Штатов Америки, о том, где мы все оружие Украине отдали. Это абсолютный какой-то, поворот. У нас, извините, дорогие арабские шейхи, у нас на самом-то деле большущая проблема, потому что склады пусты. И каждый раз, когда мы приходим, это цитата из его последнего выступления, каждый раз, когда мы задаем вопрос, а где, нам отвечают, а это мы отдали на Украину. Вот. И в данной ситуации план Хаменеи оказался самым мощным, самым действенным планом. Одно, пожалуй, знаете, можно сказать по поводу этой войны, которую мы наблюдаем, что когда люди воюют, то есть когда это на самом-то деле не какая-то там, например, или спецоперация, или еще что-то в этом роде, а когда это настоящая война, то мы видим, что на самом деле происходит. Страны, находящиеся в смертельной схватке друг с другом, они не обращают внимания ни на экологические последствия, в принципе ни на какие ни демографические последствия, ни на экономические последствия. Это настоящая битва на выживание или смерть, то есть свобода или смерть. И это война Ирана.
Это война Ирана, и в этой войне, конечно, мы видим Иран, 90-миллионный Иран, Иран, который не имеет космоса, который ушел под землю. Сегодня уничтожение вот того внешнего, то, что было видно, и то, что Соединенные Штаты показывали в своих кинороликах о том, как они уничтожают носители, ракеты, склады, это на самом-то деле, по всей видимости, только какая-то маленькая толика. Основная масса айсберга, как и обычно, находится под водой, но в данном случае под землей. И ракетные атаки Ирана, которые только наращиваются, пусковые шахты, которые спрятаны на таких глубинах, и, по всей видимости, инженеры Ирана, ну, собственно говоря, наверное, неудивительно. Иран, персы подарили нам математику, да, то есть именно с Востока пришла математика, алгебра родилась там. Во всяком случае, мы видим чудеса и инженерной мысли, военной инженерной мысли реализованной, и такой, знаете, такой очень верный, выверенный, мудрый подход, когда единожды персы оценили, что Соединенные Штаты – это мировой бандит, который, начиная практически с Вьетнамской войны, наверное, с 1955 года, да, на протяжении 70 лет терроризировал мир, по разным оценкам убив там от 5 до 10 миллионов, ну оценки разные, 7-8 миллионов мирных жителей без какой-то объявленной войны, в необъявленных войнах, войнах незаконных, на которые не было санкций Совета Безопасности ООН, Иран пришел к выводу, нас будут также убивать. Когда Каддафи пошел на все условия Соединенных Штатов Америки, от которого требовали прекратить также ядерную программу, он все это выполнил. Американцы пришли и убили Каддафи. Иранцы взяли это на заметку. Они взяли на заметку и сказали: ребята, у нас шансов нет. Они придут к нам, потому что мы виноваты лишь в том, что мы родились на земле, богатой нефтью. Они придут за нами. И они стали системно готовиться. И вот эти десятилетия подготовки, ведь, если я не ошибаюсь, по-моему, 1974 год, да, это год Иранской революции. Вот. С того времени системно готовились именно к сегодняшней войне. Вот. И сегодняшняя война, идущая по плану Хаминеи, это война, которая показывает, до какой степени Иран силен и опасен для всего мира. И в тот же самый момент вот, это показывает, до какой степени Запад колосс на глиняных ногах. Ведь все огромные и высочайшие достижения Запада, например, которые реализуются в области высоких технологий, это правда. То есть экономика Запада – это экономика высокой добавочной стоимости. Вся эта экономика невозможна без фундамента из энергетики. А когда сегодня та же Европа, например, сама себе прострелила обе ноги, когда она сама себя поставила в санкционную ситуацию, когда она отказалась, а при помощи Украины еще и взорвала северные потоки, ограничив себя полностью от дешевых энергоресурсов, то сегодня, как оказывается, все держалось на Ближнем Востоке. И как только Ближний Восток загорелся и, кажется, будет гореть дальше, сегодня здесь паника. На этой панике мы дальше разбираем, раскладываем ситуацию, как клубочек раскатывается. На этой панике буквально главная новость последних 2 дней – это новость о том, что Европейский Союз устами официальных лиц послал Соединенные Штаты Америки ко всем американским чертям на просьбу: дайте корабли, помогите растралить и разобрать Ормузский пролив. У нас же проблема. Кая Каллас, отвечает Трамп, она его троллит. Вот вы замечаете, это не наша война. Эту войну начал Трамп и Нетаньяху. Это же фактически зеркальная формула от того, что это не моя война, это война Байдена и Зеленского. Я эту войну не начинал. Да? Когда в конце концов, то есть все официальные лица. А французы что творят? Французы говорят, Трамп говорит: мы уже обо всем договорились, авианосец французский идет в Ормузский пролив. Французы спокойно на сайте Министерства иностранных дел в аккаунте X пишут: нет, наш авианосец остается там в Южном Средиземноморье или где он там стоит и никуда не двигается. Мы за мир во всем мире, точка. И на этом фоне уже разгорается ситуация крупнейшего конфликта между союзниками на Западе.
Ведь наше сегодняшнее турне нашего несчастного украинского исполняющего обязанности президента господина Зеленского, это ведь, ну знаете, это не просто поехать аплодисменты собрать. Нет. Это на самом-то деле акт уже отчаяния. Аплодисменты хорошо, но не забывайте про нас. В данной ситуации мы имеем две войны, но при этом один ресурс. Это Соединенные Штаты Америки. Иного ресурса для ведения полноценной войны, для защиты украинского неба, для получения данных космической разведки. Иного ресурса, кроме Соединенных Штатов Америки, доступного для Украины, не существует. И вот в этом клубке, когда Зеленский едет и просит деньги дайте, а сегодня Орбан и Фицо говорит, не дадим. 90 миллиардов, которые еще даже не собрали, подчеркиваю, я это уже говорил, я это подчеркиваю еще раз. Их еще не собрали, ну, они надеются, что за 2 года как-то постепенно будут выцарапывать эти миллиарды. Сейчас главное дать хотя бы 10-12 миллиардов Украине. Вот. Так вот, в этой ситуации нету. И Зеленский просит, дайте, а не дают. И украинская война, отходящая сегодня на задний план, и каждый доллар, который вот сегодня идет вверх по поводу газа, по поводу нефти, это каждый доллар в сторону укрепления российской экономики, российской армии и ослабления. Ослабление внимания для Украины – это потеря денег. Нет внимания – нет денег. Нет денег – нет оружия. Нет оружия – сыпется фронт. Вот сегодняшнее положение в общем целом, так если упрощенно и для Украины в том числе. Но тогда возникает прямой и главный вопрос. Откуда тогда эта вся история, что Европа говорит Украине, повоюйте еще 1,5-2 годика? А почему и куда с такой неистовой жадностью хватают людоловы и тянут на передовую? Ну, то есть, если вот такая перспектива, да, деньги заморожены, ну, понятно, там испанец дал миллиардик, поехал по королевским дворам, пособирал какую-то помощь. Зеленский кричит, что мы не только просим, мы еще и предлагаем. То есть, Зеленский фактически вступает в войну с Ираном. Вот эти там 200 с лишним человек, которые туда поехали, 11 стран у нас попросили, и мы вот предоставили своих специалистов, технологии, мы готовы делиться знаниями, мы молодцы, грубо говоря. Но по большому-то счету все выглядит действительно очень и очень плачевно. И тут же, сразу же, как бы ты понимаешь, что какой-то интересный путь, вычерченный, ведет украинская власть по отношению к украинскому народу. То есть хватают просто, оголтело. Это просто какой-то беспредел, и все уже... Тут мы просто пришли к точке, когда не к чему апеллировать, понимаете? Ну, то есть, к закону, к полиции нет, к кому? То есть, нет внутри Украины субъекта, который бы человека защитил, который бы человека поддержал. Вот эта история вчера она разошлась, и сегодня есть уже там фидбэк. В Одессе, когда ветерана, который воевал 2 года, у которого там в ногах шуруп, ему руку сломали. Причем он с документами был, все нормально, просто поломали руку, да и все. Там какой-то депутат местный вышел, сказал, я там тебе 25 тысяч гривен собрал на лечение, мы там защитим тебя там туда-сюда. Ты понимаешь, что это местечковая, вот такая пыль, но с другой-то стороны для человека хоть что-то. Некому гражданину внутри страны опереться, не на кого, понимаете? И вот тут же возникает главный вопрос. Если есть какой-то план, то какой тогда у киевской верхушки план по продолжению всего этого безумия? Говорят, надежда помирает последней. Я думаю, надежда Зеленского и киевской власти, и тех кругов, которые сегодня в Европе продолжают поддерживать войну в Украине, это надежда на то, что ситуация с Ираном разрешится очень скоро. Разрешится очень скоро, и обратно внимание вернется, и обратно денежки потекут. Это самое главное. В отношении того, что вот вы рассказываете, нет никакого института государственного, на который можно опереться, так это же ситуация концлагеря. В концентрационном лагере у вас никакого института нет, и каждый который бы вас защитил, вы лишены всех прав. И каждый надзиратель имеет право руку вам поломать и, собственно говоря, сделать с вами все, что угодно.
Сегодня, вы знаете, когда только появилось в прессе сообщение о том, что сегодняшний день в Киеве проводятся усиленные мобилизационные мероприятия, я позвонил товарищу своему. Товарищу, который уже 2 раза попадался ТЦК, но 1 раз ему пришлось отдать все свои сбережения, которые он держал на черный день. Как в том анекдоте. Евреи, кто держал деньги на черный день, может и тратить. Черный день наступил. Вот это у него была эта ситуация. Вот. Трубку взяла жена. Спрашиваю, где Коля? Она говорит, я тебе даже по телефону говорить не буду. Понимаете? Страх таков, а это человек моего возраста, ну, то есть ему 2 года до 60. Страх так силен от того, что сегодня происходит в Киеве, от того, что уже 2 раза его хватало ТЦК, и 1 раз он отдал все сбережения ТЦКшникам для того, чтобы просто не попасть на фронт. И сегодня, где он прячется, я не знаю, жена мне его не сказала, говорит, по телефону говорить не буду, нас всех слушает, и туда сразу поедет ТЦК. Так велик страх. Что это? Концентрационный лагерь. Этот концентрационный лагерь является естественным следствием многолетней бандеровской идеологии, реализованной в государстве. То есть, то, что мы сейчас говорим, я хотел бы, чтобы очень четко ваши зрители отделяли страну от государства. Страна – это территория, населенная людьми, ограниченная границами. Это страна. В стране люди выбирают, какое государство они строят. Государство – это и способ организации власти. Так вот, способ организации власти в сегодняшнем государстве украинском таков, то действительно пора бы задуматься. Я совершенно подписываюсь под вашими словами, Александр, когда вы говорите, а к чему апеллировать? Все, мы дошли до предела, до ручки. Во главе стоит безумный человек, Зеленский. Я не берусь судить о том, там, наркоман это, либо не наркоман, я не видел. То, что показывают часто там по телевизору, иногда ловят его в каком-то неадекватном состоянии, человек может просто устать. Я не знаю, что это такое. Я не специалист, я не могу определить. Но по поступкам этого человека увидеть адекватность невозможно. Второе, люди бы должны были в стране оценить, что верхушка, которая сегодня создала этих опричников, которые хватают людей без суда, без следствия, избивают, унижают. Но я уже не знаю, какое количество нужно пересмотреть роликов в интернете. Они ж сыпятся сегодня, как из рога изобилия. Если бы, знаете, еще у нас с вами не было близких, родных, знакомых, которые попали под эти ТЦКшные репрессии, можно было бы сказать, это искусственный интеллект или какой-то бред, который сегодня придумывает руководство, парламентское руководство, рассказывая о том, что это не происходит в стране. Но это наши родные рассказывают нам, многие из которых уже погибли. И вот эта группа создала вокруг Зеленского, вокруг безумного Зеленского, создала именно то, что называется государством. Целью этого государства является использование украинского человеческого ресурса ради обогащения. Не только Зеленского, конечно. Это и BlackRock имеет свои интересы, это и те мощные финансово-промышленные группы, которые зарабатывают на производстве вооружений. Ведь просто на воровстве. Что такое деньги для Украины? Это деньги, мощным насосом выкачанные из своих народов, из европейских народов. В общем-то, самая богатая часть планеты Земля, Европа на сегодняшний момент. Вытаскиваются оттуда эти деньги. Эти деньги проходят через определенные механизмы, и все зарабатывают. Все, кто стоит наверху. От Урсулы до Зеленского, до ниже. Да, сколько мы сейчас видим, когда НАБУ открывает одно или второе дело по поводу того, что какой-то районный начальник ТЦК где-то себе купил многомиллионную виллу где-нибудь в Испании или еще где-то. И вот эта вся машина называется государство. Эта вся машина, названная государство своим главным топливным ресурсом. Как печка имеет дрова, имеет украинцев. Народ Украины. Не одуматься, не остановиться, не подняться против этого, тогда невозможно. Тогда эти люди, на что они рассчитывают, вы спрашиваете, Александр, на безмолвие. Они рассчитывают на безволие. Они рассчитывают на то, что репрессивная машина, которая создана Зеленским и его ближайшим окружением, вот это то самое государство, уже так сильна, что люди просто боятся. Они боятся голос сказать против этого. Единственным решением является слом, уничтожение антинародного государства под руководством Зеленского и построение другого.
А для этого, конечно, необходимо как можно быстрейший мир. И когда Трамп говорит о том, что Зеленский является главным преградой к миру, он, собственно, говорит правду. Ведь Трамп сегодня как то лягушка на льду. Трамп сегодня на разрыве. У него сегодня вдруг совершенно неожиданно Хексет, не стесняясь в прямом эфире, говорит ему: Трампуша, родной, ракет нет. Раскошеливайся, 200 миллиардов. 200 миллиардов, да? А Трамп говорит: эй, стой, подожди, братья, мы ж 300 отдали. Говорит: так, а нам нужно 200, нам даже меньше нужно, дай. Нету. Вот. И вот сегодняшняя ситуация, конечно, очень хочется верить в то, что что-то произойдет. Ну, например, Зеленский сделает перерыв в приеме медицинских препаратов, если он их принимает. Или если это просто невыспанность, то он просто ляжет и выспится сутки или двое. И просто тогда возьмет перед собой цифры, обычные цифры, возьмет перед собой карту и придет к единственно верному решению. Срочно за стол переговоров. Но тут же, понимаете, тут мы с вами имеем вот ситуацию, которая уже существенно осложняется. Хочет ли Россия сегодня переговоров? Вот вопрос. Несмотря на то, что внутри России шатание, вот вы по поводу интернета, да, вспоминали, вот то, что там что-то со скотом где-то там у них происходят, какие-то большие проблемы. Одно, другое, третье. Кто-то запротестовал, кого-то в дурдом загнали за протест против Путина. Еще что-то в этом роде. На самом деле Россия остается достаточно гомогенной структурой. То есть общественно гомогенной структурой. Она не расшатана. И сегодня, ведь когда таким потоком нефтедоллары, газодоллары, доллары, в принципе, за другие ресурсы, которые сегодня валятся на Россию, потому что сегодня многие вообще сделали так, даже если санкции есть, мы их не видим. Мы просто берем, потому что, надо что-то делать. Вот это все валится, во-первых, это дает бодрости Кремлю. Вот я сейчас даже, знаете, смотрю на Пескова, у него как будто бы даже усы вот так встали. Да, понимаете, вот он раз, как совсем по-другому разговаривает. Вот. И говорит: да у нас тут пауза возникает по техническим вопросам или еще по каким-то там вопросам. Понятно. Мало того, экономика сегодня, я сегодня разговаривал со строителями в Крыму. Да? Там мне это очень интересно. Крым, я учился в Севастополе. Севастополь — это для меня моя вторая родина. Я много в Крыму работал. Мы с Леонидом Грачем в Крыму много работали в Раде Крымской, в Совете Крыма. Вот. И меня это интересует. Так сегодня уже строители на перекуре, а там идет мощное строительство, огромное, там строятся такие сейчас, большущие, как вот раньше в Турции, когда у нее бум начинался, вот такой вот туристический, такие же огромные комплексы. И там деньги со всего мира сейчас эти комплексы строят. Вот. Так вот, строители на перекуре обсуждают вопрос повышения заработной платы. Поднимут нам, либо не поднимут, ведь нефтедоллары потекли. Вот. Так что захочет ли Россия сейчас вести переговоры с Украиной? Вот это, конечно, очень большой вопрос. Но мне кажется, что, знаете, что все-таки люфт есть. Ежели в ближайшие 2 недели Зеленский отставит в сторону медицинские препараты и просто скажет о том, что он готов к настоящим переговорам, когда этот территориальный вопрос этого маленького, заминированного, переминированного, уничтоженного, ненужного уже никому кусочка Донецкой области будет отдан, вот тогда произойдут реальные переговоры о мире. Тогда возможна остановка этой войны. Если это далее, если только чуть-чуть далее продолжится иранская война, экономика Европейского Союза, послушайте, это правда. Вот сегодняшнюю, просто пролистать прессу европейскую, сегодняшняя тематика, которая ставится на вопрос срочном заседании кабинетов министров национальных государств, это тематика введения экстренных мер экономии. Это почти повсеместно. Понимаете? Экстренные меры экономии по той самой простой причине. Зима прошла, газовые хранилища выкачаны. И нам необходимо сейчас включить мощности для того, чтобы закачивать в газовые хранилища и готовиться к следующей зиме. А этого газа нет. И тогда срочные меры будут предполагать, что пока еще температуры такие разные, пока еще отопление используется, отключаем отопление. Там, где это возможно отключить, сохраняем газ, потому что мы не знаем, что произойдет дальше. Так вот, если за 2 недели это окно возможностей Зеленским для переговоров по украинскому кризису использовано не будет,
я боюсь, тогда русские вообще более говорить с Украиной просто не захотят. Если не захотят, то что дальше? А они просто маршем пройдут до западных границ Украины. Потому что развитие ситуации, если мы говорим, что иранская война не заканчивается, развитие ситуации будет таково, но что ни европейским государствам будет уже не до Украины, ни тем более Соединенным Штатам будет не до Украины. Украина, внимание, останется один на один с Россией. Я напомню, может быть, знаете, у кого-то это вылетело из головы, что воюет Украина, значит, деньги есть, значит, сила есть. Я напомню, валовый внутренний продукт Украины по прошлому году составлял 170 миллиардов долларов. Валовый внутренний продукт России по прошлому году составил 2 триллиона долларов. Понимаете? Это более чем в 10 раз больше. Население больше. Военно-промышленный комплекс больше. Полное отсутствие военно-промышленного комплекса на территории Украины, кроме гаражей, в которых собирают дроны. Слава богу, дроны достаточно эффективно себя показывают на передовой. Но ведь полное отсутствие космических войск. Полное отсутствие получать объективную картину без Соединенных Штатов Америки на поле боя. Ничего другого не будет. Просто-напросто русские маршем пройдут до западных границ. И тогда начнутся разговоры. Как жить будем дальше? Россия в этой ситуации, чем дольше будет идти эта война, будет становиться все более богатой. И так уже показатели экономического развития прут через гору. Будет становиться все более богатой. И, знаете, для многих стран, для тех же саудитов, например, которые сегодня так сильно страдают, в принципе, для стран глобального юга, возникает, знаете, такая одна удивительная, непривычная для людей, привыкших потреблять европейскую пропаганду, западную пропаганду, но непривычная ось стабильности. И эта ось стабильности раньше называлась осью зла. Россия, Северная Корея, Китай. Это единственное, что... Ну, смотрите, тут же такой момент тоже очень такой едкий, понимаете? То есть расклад понятен. Однако, например, китайцы предлагают Тайваню СПГ. У них же виллы, то есть они брали тоже с Ормуза. Значит, окей. А они говорят, давайте СПГ мы вам поставим. В общем, дружить же давайте. Покупать будете у нас, все хорошо. Говорят, нет, ни в коем случае, никакого примирения, никакой дружбы. Мы у американцев купим, они нам привезут. То есть, бешеные собаки не крюк, понятное дело, но ведь это тоже показатель. И для Европы, и для Тайваня, это вот они показатели. Отношения рацио и вот этих ценностей, понимаете? И... Здесь есть... Да-да, извините. Цена этих ценностей какая? На деньги, видите, никто не смотрит, как и в случае с войной. Главная ценность, Александр, главная ценность Запада не... не заблуждайтесь, не переоценивайте западные ценности, я имею в виду свободу, демократию и все остальное. Запад уже давным-давно находится в состоянии такого, знаете, корпоративчика, полностью тотально управляемого. Нет, легенды о демократии, о свободе существуют. Да, существует достаточно высокий уровень свобод избирательных в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах, но зато сверхразвиты манипулятивные технологии. Запад – это территория, на которой социология используется как оружие массового поражения и управления, и очень эффективно. Это очень удобно. Изображать вроде бы как демократию, хочу за того проголосую, хочу за этого, но при этом формируется именно должным образом, формируется представление об одном и другом. Или, например, как в Соединенных Штатах республиканцы испокон века бьются с демократами, по сути, представляя одно и то же дерьмо, уж извините меня за такую прямоту. Ценности, о которых, например, Тайвань держится за Соединенные Штаты, мы лучше переплатим, это дело времени. Пока еще слишком богат Тайвань. Пока еще каких-то годик или другой он сможет пока переплачивать надбавку за транспортировку американского газа, если это будет возможно. Но когда реальная экономическая проблема, как она сейчас пришла в Европе, придет на Тайвань, когда это станет невозможностью, или Соединенные Штаты по какой-то причине решат не давать, или так, как себя Трамп ведет. Он решил на сланцевый газ для Европы поставить цену
в 4 раза больше российского трудного поставил, Европа платит. Но сегодня откройте газеты, да все европейские газеты, с утра паника. Просто паника к вечеру, когда у нас вот это вот выстреливает цена нефти и газа, то к вечеру просто биржевая паника начинается. Так что ценности хороши на сытый желудок, Александр. Как вот только желудок этот опустеет, так же и ценности выветрятся, в том числе и из тайваньских голов. Ой, да, возможно. Но давайте тогда более предметно попробуем нырнуть в тот политический кризис, который развивается уже некоторое время. Мы в прямом эфире, друзья, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, участвуйте в дискуссии, в конце будут ваши вопросы, все традиционно, да, вот финальный блок ваших вопросов в сообществе YouTube, в клубе зрителей и в чате трансляции, вот видите, да, вот в финале, досмотрите до конца, до этого момента, и тогда начинайте писать свои вопросы. Приходит, значит, к нам товарищ Зеленский и дает, собственно, комментарии свои. Это нечто, это что-то с чем-то. В общем, Европейский Союз с трудом выполняет уже принятое решение. Третий месяц подряд не работает самая важная финансовая гарантия безопасности для Украины от Европы. Пакет поддержки на сумму 90 миллиардов евро на этот и следующий год. Это для нас критически важно. Это ресурс для защиты жизней. Даже сегодня мы не знаем наверняка, будет ли эта поддержка разблокирована, комментирует Зеленский. Говорит о том, что за последние несколько дней получили сигналы от США, что переговоры между Украиной и Россией могут скоро возобновиться. Ну и заявляет, что ведет плодотворное сотрудничество с Европейским Союзом по ремонту нефтепровода «Дружба». Здравствуйте, как говорится. А сколько было эмоций, хуцпы вот этой, сколько было изрыганий вот этих гневных, да? Как этот Орбан с животом, как это эти все, скажем так, адресочек его могли скинуть. То есть мы видим, что это провал. Это провал. Я почему вот привожу Зеленского сейчас? Тут же главный вопрос. МВФ приехала, а Зеленский уехал. Они говорят, Рада, что такое? Давайте голосуйте. Голосовать хотим. Ну, потому что нужно ФОПы задушить, НДС для них ввести, нужно подтянуть им, чтобы из Алиэкспресс посылочки китайские товары, которые в торговле номер один сейчас, ну, везде, не то, что там только в Украине. Надо их обложить налогом и вообще надо им пересмотреть, перетрясти, а депутаты не хотят за это голосовать. Понимаете? А что Зеленский? А он, видите, дружбой начал резко заниматься в позитивном ключе. Денежки выбивать. Говорит, что вы от меня хотите? В чем суть парламентского кризиса? Я почему на этом делаю с вами в этом обзоре такой акцент? Потому что парламент – это единственное место, которое более или менее признается российской стороной как сторона субъектная, которая может что-то решить или что-то там подписать, заявление, меморандум, что-то еще. Ну, здесь, знаете, две части. Часть первая – отношения Зеленский и Европа в контексте Орбана-Фицо. Да? Когда Зеленский себя вел как самый дешевый паяц, когда хороший понт, по его мнению, дороже денег. То есть, вот он решил над животом Орбана пошутить. Решил просто так нагло, откровенно вообще послать комиссию, которую Орбан прислал для того, чтобы оценить повреждения на дружбе. Не допустив их для того, чтобы проверить, что там на самом деле происходит. И при этом удивляться, а по какой-то такой причине Европейский Союз до сих пор денег дать не может. Это первая часть. То есть, на самом деле, это мы с вами имеем человека, ну, что еще нужно сказать, чтобы оценить его дипломатические способности? Ничего. Вот. То есть, его способности были достаточно оценены как клоуна или как артиста разговорного жанра, скажем так, пока он не был президентом. Но как стал президентом, вот он, собственно говоря, и привел к ситуации тотальной войны, к ситуации страшных потерь, поскольку людей убеждал, что мы с вами на шашлыки пойдем, никакой войны не будет, в то время, когда ближайшее окружение уже бежало из Украины и так далее. Вот. А в отношении парламентского кризиса, так Зеленский, ну, те депутаты, я имею возможность разговаривать с ограниченным количеством депутатов по понятным причинам. То есть, моя позиция сегодня преступна, вот, и никто из них не хочет со мной говорить, потому что, чтобы не записали, там, ну и так далее. Даже те, кто друзьями моими были.
Вот. Так здесь Зеленский, собственно говоря, считая за ничто, за мусор, за пыль, украинский народ точно так же переносит это отношение к депутатам. А депутаты уже чуть-чуть оперились. Они же уже даже не 4 года депутатами в парламенте сидят. Они уже чуть-чуть даже бронзовели. Это люди, которые сегодня, когда вокруг них хватают тысячами людей, а они неприкосновенны, они могут выехать отдохнуть в Марбелье, они могут в Турции отдыхать. Ну, то есть, это люди, которые въездные, выездные. И вот сегодня вдруг, когда Зеленский себя ведет по отношению к ним, эй, вы, кем вы были? Проститутки да парикмахеры? Я из вас депутатов сделал, а ну быстро целовать. Они уже оперились. Оперились. Ну и целый ряд, конечно, вещей, когда, знаете, когда эти люди верили, например, получая деньги за голосование, а их накрыли. Их накрыли, и никто их не защищает. А как защищать? Зеленский вообще выступает, так вы их всех возьмите. Всех, кому я деньги давал за голосование, всех возьмите, арестуйте. Хотите, фамилии дам дополнительно и так далее. Вот. И эти люди, ну, во всяком случае, те, с кем мне удается говорить, так они говорят, посылают просто-напросто. Он говорит, ну, товарищ, с которым я беседовал 2 дня назад, вот, он говорит, он еще не понял, с чем он столкнулся. Он просто не понял. Его пугание в отношении того, что он отправит нас всех на фронт, как он это сделает? Кого вместо нас возьмет? Каким образом, каким законом он это осуществит? Мы проголосовать должны. Что он сделает? Ничего. Мы ему покажем и научим жизни. Вот такая атмосфера, ну, во всяком случае, от того народного депутата, с кем мне по этому вопросу удалось недавно пообщаться. Народ сходит с ума. Вот вы знаете, 2 таких случая только вот за сегодня. 2 таких сообщения. Я думаю, вы тоже видели, там в лентах попадалось вам. Ну, во-первых, Днепр. Жуткое там убийство 14-летней девочки. Искали, нашли труп полицейские. И, ну, там же зона, видимо, прочесывали как-то, примерно отрабатывали этот район. И привлекли студентов университета внутренних дел. И один из студентов нашел и сфотографировался с радостной, так сказать, улыбкой, жестом, мол, победа, возле трупа. Эта фотография всплыла, жуткий скандал, короче, кошмар и ужас. Эпизод такой частный. Понятно, что мы можем поговорить, а кто вообще в этой полиции будет работать, понятно, что мы будем говорить, но мы же говорим о будущем, о там, следующем поколении. Мы не можем сейчас, вот когда все говорят, я даже в чате попалось, кто-то пишет, сейчас вот канал, там все пропало, они, ну, наш с вами разговор, да, оценивают, что задача всех напугать, всех, чтобы лапки подняли кверху, чтобы носы повесили, мол, это все не совсем так. Задача просто подумать на 2 клеточки вперед. Вот смотрите, получается, правопорядок будут защищать вот такие менты, вот такие. Вот он вырастет. Понятно, что там он попал в скандал, его там не отчислят, понятно, там выговоры всем там поделают, все, извинятся, соболезнования уже официально принесли родителям этой девочки, все как бы, ну, все ясно. Но он же вырастет, он же кем будет? Ментом. Что он будет делать? Там преступления расследовать за правопорядком. Вот такие они. Сегодня жуткая просто, я не знаю, это какая-то история, это Днепр, да? А сегодня жуткая история в Киеве. Киевлянин за $100 купил 5-летнего ребенка, надругался за ним, переписку с матерью они, ну, скажем так, органы имеют, в общем, мать посадили на 15 лет за это дело, то есть, в общем, расследовали, вскрыли, показали, да, но, понимаете, в чем дело? А ведь это тоже получается норма, вот этой, ну, такая новая норма идиотизма, когда люди свихнулись. То есть один фотографируется возле трупа, другой там вот покупает за $100 себе маленький островок Эпштейна, понимаете? И как бы
И это откуда-то берется, это вылазит из всех щелей. И когда все нам говорят, не надо заканчивать войну, не надо заканчивать войну, ну хорошо, давайте еще год повоюем, и что будет с обществом, с украинским? С тем, что у них внутри сидит, с вот этими понятиями, с какими-то моральными качествами. Вот же о чем идет разговор. И этих прогнозов, Василий, никто не делает. Почему? Ну, думаю, они очень страшные. Таким вопросом был такой человек, он умер лет 20 назад в Соединенных Штатах, Петерим Сорокин. Вот. Он один из тех, кто вот на корабле философов, Троцкий, которых отправил вот из России, там и Бердяев, Петерим Сорокин, ну, там многие, не в том суть. Вот. И это величайший социолог, ну, американский уже, русского происхождения, величайший американский социолог, чьи работы, собственно говоря, американцы используют двояко. Во-первых, чтобы понимать, что происходит с обществом. Во-вторых, чтобы использовать формулы, данные им, ну, как оружие массового поражения. То есть, вот когда где-то планируются очередные там, революции цветные, вот, используются как раз-таки его формулы для оценки ситуации и возможности, как быть. Вот. Он исследовал, у него есть такой труд, называется «Социально-культурная динамика». Вот. Он исследовал войны, их предпосылки и последствия на протяжении 3,5 лет на основании тех письменных свидетельств, которые у человечества сохранились. Насколько можно было оценивать нравственное состояние общества, последствия, ну, то есть, что из себя, собственно говоря, представляют социологические предпосылки и последствия войны. Вот, у него есть, ну, сейчас мне нужно возвращаться, чтобы это посчитать, но это, кстати, очень интересный вопрос. У него есть интересные формулы, в которые вставляется масштаб конфликта, история при подготовке к этому конфликту. И потом, главное, что он получает, это уровень депрессии общества и уровень моральной и нравственной деградации, который выражается в насилии и, в первую очередь, о моральном безнравственном насилии. Ну, то есть, в первую очередь, конечно, над детьми сексуального характера насилия. И каждый раз после каждой войны он констатирует огромный всплеск, ну, это как закон, огромный всплеск именно нравственного разложения и глубокой депрессии. Да, это очень печально. Я еще не видел этого, не читал, то, что вы про Киев рассказали, но это просто страшно. Вот. А Днепропетровская ситуация, она показывает, что на самом деле мы имеем с нравственным состоянием молодежи. Это та ситуация, когда смерти просто становятся статистикой. Это та ситуация, когда люди, потерявшие все руки и ноги, или руку или ногу калеки, в огромном количестве окружают обычного человека. То есть, когда уже количество становится привычным. Смерть одного, ну, я повторю, это много раз говорится, смерть одного – это трагедия одного человека, смерть тысяч – это статистика. Вот. И, соответственно, нравственность стирается, улетучивается. Да, это беда. И если это будет продлеваться еще дальше, кстати, вот в этих формулах, о которых я говорю, Петерима Сорокина, учитываются также и длительности конфликтов. Вот. Длительности конфликтов. И эта тяжелая ситуация, она будет очень плачевна, очень тяжела и будет иметь последствия десятилетия излечения от глубокой депрессии и восстановления нравственных параметров для украинцев в частности. Завершение боевых действий на Пасху, до Пасхи или в даты, которые связаны с Пасхой, возможно в Украине? Вполне. Ежели еще раз подчеркну, третий раз я повторяю, не знаю, петицию написать какую-то тем, кто занят сегодня медицинским обеспечением украинского исполняющего обязанности президента Зеленского. Прекратите снабжать его медикаментами. И тогда на Пасху будет мир. Да, друзья, всем большое спасибо, что проголосовали в нашем опросе. Давайте подведем итоги. Значит, они у нас такие. Когда прекратится война в Иране? В конце месяца 12%, осенью 22%, 29% в конце весны. Ну и пока вот все видится так, что годик точно повоюют. Годик точно повоюют. Победил такой вариант. Я думаю, знаете, мы находимся в рамках войны украинской, и мы, соответственно, оценим ситуацию. Когда война началась, и когда взорвались первые, вот у меня недалеко, там, где я жил, в Василькове, первые ракеты взорвались, то сила этого взрыва была так велика, что я подумал, это долгое время, наверное, недели 2 или 3 у меня сохранялось ощущение, что такая война долго быть не может. Но ничего, втянулись.
И когда втянулись в эту войну, когда приняли самые страшные события и Мариуполя, ну, то есть всего, да, всего, что из себя война представляет, когда втянулись, и особенно, когда масса людей выехала в Европу, масса людей выехала в Россию. В России там получили бесплатную медицинскую страховку, работу хорошую получили. В Европе получили вообще шару, да, пособия, пиво, там, ну и так далее, все, что необходимо, крыша над головой. И как втянулись. И мы переносим это отношение к войне и развитие этой войны, мы переносим его на войну в Иране. И поэтому идет разговор о годе. То есть те, кто говорит, что это возможно 1 год будет продолжаться, то они переносят эту, ну, нашу украинскую войну, ее и масштабы, и способ ведения на Иран. Так не будет. Вот этих вот у нас с вами еще не полный месяц этой войны, он показывает, что Иран бьется на полное уничтожение Ближнего Востока. Ведь у нас с вами на Ближнем Востоке еще впереди вопрос обеспечения водой. То есть Ближний Восток, который практически весь живет за счет опресненной воды, следующий этап – это удар по опреснительным установкам. Что тогда? А тогда просто неконтролируемый миграционный кризис, который ломанет куда, как обычно, Европейский Союз. То есть и экономические последствия, они гораздо страшнее для Европейского Союза, для Соединенных Штатов. Они гораздо страшнее от этой иранской войны, нежели экономические последствия от войны Украины-России. Вот, так что, ну, я не рискну это так сравнить. Все войны разные. Одинаковое в войне только то, что убивают людей. А по сути и последствия этих войн разные. Вот. И иранская война – это война тотальной катастрофы для мировой экономики. Это не может быть год. Друзья, перейдем к вашим вопросам. Спасибо большое, что ставите лайк. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Это такой ритуал важный для YouTube. Всем, значит, как бы мы лучики добра посылаем, добра и света, как я говорю, да, и благодарим за то, что подписываетесь. Василий Волга в Телеграме, на YouTube. Милости просим. Также подпишитесь, не забудьте, потому что в последнее время YouTube отписывает сам. Ну, то есть многие жалуются, что ой, и так вроде же так давно подписано, а вот и нет, пишут как бы сообщения, обратную связь. Перейдем к вашим вопросам. Начнем с сообщества YouTube, потом подключим чат трансляции онлайн. Вот такие вопросы оставили наши зрители. Поехали. Алена, Александр Василий, по отчетам СММ ОБСЕ, обстрелы ЛНР, ДНР с середины февраля 2022 года усилились тысячекратно. Скажите, пожалуйста, почему вы всегда об этом молчите? Вот так, такой вопрос. Я не знаю, что ответить. Мы не заняты статистикой по этому вопросу. Вот. Но то, что Украина ведет себя на сегодняшний день максимально агрессивно для того, чтобы, ну, срывать переговоры по всем направлениям, мы об этом говорим. И говорим постоянно. Нет, имеется в виду, что перед началом, 22-й год. 22-й год. Я думал, почему они говорят, что сейчас частые удары по... Да, как не говорим. Ну, во всяком случае, не знаю, придите ко мне на канал, и вы увидите, что я в попытке разобрать первопричины этой войны, я очень часто говорю о том, что война коренится в разрушении правового государства Украины и прихода к власти на Украине националистических сил, радикальных националистических сил, контролируемых Западом. И здесь, конечно, все средства были хороши. Ну, придите ко мне на канал, вы увидите. Почему Александр не говорит, спрашивайте у Александра. Да, друзья, все обо всем говорят. Да, значит, поехали дальше. Вот такой вопрос. У вас есть знакомые участники войны со стороны Украины? И как сложилась их судьба? Жалеет ли кто-то, что самостоятельно пошел на фронт с 22 года? И какой ваш прогноз демографический на ближайшее время? Есть ли пути восстановления генофонда? По моему мнению, восстановление до уровня 1991 года невозможно в принципе. Дальнейшая ситуация – это будет исход украинцев из этой зоны, ну, такого дикого поля. Вот, то есть мои прогнозы негативны, если мы говорим о демографии. Молодые семьи,
ну, которые не могут вырваться, которые не могут выехать, когда прекратится вот эта помощь Европейского Союза в виде предоставления статуса С для тех, кто выезжает, вот, то есть статуса защиты, социальной защиты, украинские молодые семьи, оставшиеся внутри украинского государства, внутри страны, они 1000 раз подумают, стоит ли рожать детей в той экономической ситуации, в которой окажется Украина после войны. Так что прогноз самый негативный. Так, значит, вот такой вопрос. Василий Александрович, Петр спрашивает, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, каковы перспективы, ой, как интересно, схождения благодатного огня в Иерусалиме на эту Пасху? Ой, какой интересный вопрос. Это вопрос не ко мне, это туда. Александр, это наверх, это туда. Но сам факт того, что закрыт храм гроба Господня, это факт уникальный. Ну и для тех, наверное, из ваших подписчиков, которым не чужда Библия, не чужда теология, кто занят изучением Библии, вот, и в какой-то степени увлекается философией, идеологией, или там философией православной, теологией, простите, вот, то да, мы можем говорить о том, что на сегодняшний момент мы видим большое количество признаков того, что описано в Апокалипсисе Иоанна Богослова. Вот. Армагеддон – это, ну, Мегидо – это местность, где должно вроде бы как состояться последняя битва. Вот. По-разному это трактуется, как это может выглядеть, но, скорее всего, это всеобщая война всех со всеми с применениями ядерного и термоядерного оружия. Вот, да, но здесь, понимаете, какая история? История заключается в том, что происходить это все должно вокруг идеи третьего храма, кто понимает, о чем я говорю, да, и вокруг Иерусалима. Пока некоторых моментов достаточно для того, чтобы сказать, мы в преддверии Армагеддона, пока этих некоторых моментов нет. Ну, а будет огонь, либо не будет, это туда. Да, это наверх. Кто благодать посылает, да, на эту землю, это к ним. Можно в приемную обратиться. Такой вот вопрос. Хреновые будут выборы в Украине, если не будет амнистии для политзаключенных, как считаете? Абсолютно с этим согласен. Их невозможно провести до тех пор, пока будет не только амнистия, и еще очень важно, будут денонсированы, ну, то есть будут убраны, стерты, как будто и не существовали законы, которые этих самых политических заключенных в тюрьму привели сегодняшнюю. Тюрьма украинская забита политическими заключенными. Вот. А ежели эти законы не отменить их действия, то тогда, ну, какой смысл? Выйдет политический заключенный, начнет говорить то, что он хочет сказать, его обратно вернут в тюрьму. Ну, просто по формальным признакам. А так, да, выборы, они просто невозможны выборы. Вот такой вопрос. Может быть, украинцы не особо хотят быть освобожденными, видя не рыба, не мясную внешнюю политику Кремля? Да и внутри коррупция и бардак цветут буйным цветом, спрашивает у вас. Мне этот вопрос не совсем понятен. Не особенно украинцы хотят быть освобожденными. Это какая-то шутка. Шутка. Сегодня вопрос, который стоит перед украинцами, это вопрос сохранения себя как народа. Это очень непросто. И из Украины, вы знаете, как пресс, который апельсины выдавливают, так пресс идет со стороны Зеленского, со стороны украинского, бандеровского государства, целью которого является создание такого, знаете, как они говорили, форпост. Форпост – это такое казачество на продажу. Это такое наемничество на продажу. Вы нам деньги давайте, а мы выдавим эти апельсины, этот народ украинский. А вы на планшетике, Ваше Величество, будете смотреть, как летают. А вы будете смотреть, да, как это происходит. Вот в этом вопрос стоит. И сегодня не в освобождении, либо не освобождении вопрос, а в поиске конструктивного пути остановки войны и восстановления страны. Алексей спрашивает, это чат трансляции, уже пишите вопросы в чат, когда стоит ожидать массовой атаки дронами и ракетами Украины со стороны Ирана? Ну, это вопрос сложный. Мне кажется, в ближайшее время вряд ли это будет по факту. Я бы больше ожидал террористических атак внутри самой Украины.
вот, со стороны сил, которые сегодня и шиитские, и суннитские силы, которые сегодня солидаризируются с Ираном. Это более вероятная ситуация. То есть внутренний исламский терроризм внутри Украины. Я это более ожидаю. Вот. Почему? Потому что и дронам, и ракетам нужно пролететь до Украины 2000 километров. Это не проблема. Вот самое, я не могу все время выговорить название этой ракеты, главной большой ракеты иранской. Вот, так она летит 2500 километров. Расстояние от Ирана до Украины, если от границы стрелять, 2000 километров. Но и то, это, как об этом говорят специалисты, эта дальность ограничена искусственно. Для того, чтобы убедить Европейский Союз, что Иран не собирается бить по Европейскому Союзу. Но в случае необходимости там будут эти настройки подкорректированы. И по всей территории Украины возможен и ракетный, и дроновый удар. Но пролететь надо над территориями нескольких государств. А это нарушение воздушного пространства государств этих. Пойдет ли на это Иран, во-первых. Ну и во-вторых, нужно преодолеть несколько тогда систем противовоздушной обороны разных государств. Будет это сделано или нет, пока я этого не вижу. Пока это Ирану не нужно. Ему сегодня не нужно тратить ракеты на Украину. Провести как наказательные, как показательные террористические атаки на территории Украины, да. Я скорее в это поверю, это скорее более вероятно. Вот. А так остальные ракеты будут использованы по газоперерабатывающим предприятиям, газодобывающим предприятиям, нефтедобывающим предприятиям стран, окружающих Иран и имеющих американские базы на своей территории. Значит, Кристина пишет: в нашем городе, в Греции, евреи начали покупать дома, хотя ранее они нас не баловали своим присутствием. Что вы думаете об этом, с уважаемым Василием? Денег много. Евреи всегда были люди богатые. Но почему евреи сейчас смотрят на Грецию? Это скорее, знаете, вопрос конспирологического характера. Ну и я думаю, что на сегодняшней ситуации, просто исходя из рационального подхода, когда оказывается, что даже железный купол не такой уж и железный, вот, на всякий случай люди ищут себе пристанище, где можно предстать, ища какие-то более-менее стабильные очишки, на которые они могут предполагать, что в ближайшее время война не распространится. Думаю, все просто. Угу. Значит, Борис, кажется, так зовут пользователя, потому что через собачку, то есть такие настройки, как-то неудобно читать, как вас зовут. Здравствуйте. Как вы думаете, украинцы захотят на 20% оккупированной Россией территории жить или на 80%, которые Запад оккупировал? Где жизнь лучше? Но опять вы задаете вопрос в рамках общей пропагандистской кампании. Мне кажется, знаете, засовывать шпильки друг другу уже нам, украинцам, не нужно. Это уже беда. Ситуация, которая перед нами с вами стоит, не оценивать, у кого деревянные туалеты, а у кого с центральным водоснабжением. Центральная канализация. Вопрос заключается в том, как выжить. Территория, которая сегодня 20% этой территории, особенно территория передовой, не мне вам рассказывать. Мой родной город Северодонецк. Я до сих пор являюсь почетным жителем города Северодонецк, чем я очень горд. Не сняли с вас еще, да, эту? Честно говоря, я не знаю. Последних их решений я не знаю. Во всяком случае, до войны я был почетным жителем города Северодонецка. До сих пор Северодонецк почти тотально уничтожен. Я, конечно, поддерживаю связи с жителями города, с теми людьми, с которыми мы работали, как работал город, завод работал. Мне прислали фотографию. Храм, который мы строили с мэром города Грицишиным, огромный храм, один из величайших храмов на востоке страны, остался почти нетронутый. Удивительно. Да? Ни украинские военные, ни русские военные старались по нему не попадать. И там до сих пор висит табличка с моим именем. Мне это приятно, одним словом, то, что я хочу сказать. Но жизнь там ужасна. Конечно, ужасно. И в отношении того, как оккупировано, послушайте, не стоит ли нам задуматься в отношении того, что, а может быть, не надо быть кем-то оккупированным. Не надо гордиться от того, что мы Западом оккупированы. Может быть, вопрос возвращения суверенитета, вопрос создания нейтрального государства, вопрос создания такого государства, которое вмонтируется в международное разделение труда и в конце концов начнет готовиться не к тому, чтобы деток своих готовить погибать. Смотреть на это страшно. Стоят детки в школах, поют «Батько наш Бандера». Что такое?
Польский террорист наш батька. Вы понимаете, с этими словами в мозг вбивается вот это. А потом ребеночек погнали в спортзал или погнали на футбольное поле, дали деревянный автоматик и рассказывают ему, як москалів вбивати треба. Не к этому готовить, а к созиданию. Семьи создавать. А это все возможно строить, учиться. А это все возможно только тогда, когда мы сохраним, восстановим суверенность оставшейся части Украины, которая достанется нам после этой ужасающей войны. Так, Елена спрашивает, зачем Марьяну обижают? Лучший же депутат на сегодняшний день. Безуглую обвинили в предательстве, в госизмене. Речь шла о том, что она там что-то сорвала, когда ездила на фронт. Это еще событие там угледарских дней, там объяснял Тарута сегодня. Это такая новость, как гром среди ясного неба. Типа, как? Безуглая предательница? Агент Белка, получается? Ну да, ну на самом деле я только ждал, когда это произойдет. Вот мы выше говорили о действии законов. Она по формальным признакам попадает под действующие законы. Любой человек, кто сегодня позволит себе высказать, да просто рот открыть и сказать что-то критическое в сторону украинской власти, он автоматически попадает под закон о государственной измене. 109-111 статья вперед на нары. Да, значит, шутит тут пользователь. Единственная вещь, о чем жалеет Шелли, что ему не дала интервью Безуглая. Да-да. Значит, вопрос, когда откроют границы? Откроют с задержкой, мужикам придется сидеть по домам несколько лет после войны или как? Думаю, этот процесс будет очень ступенчатый. Потому что мало кто поверит. Вот сегодня разговор, я в самом начале нашего разговора с Александром привел этот разговор. И когда я звонил и узнавал моего товарища Николая, звонил и узнавал, как дела в связи с усилившейся мобилизацией. Он пережил столько страхов, что, это он мне сам об этом говорил, после того, когда второй раз из дома вынес последние деньги, чтобы откупиться от ТЦК. Он пережил столько страхов, что как только границу откроют, он возьмет просто белье, зубную щетку и даст тягу из Украины. И я думаю, так поступят очень многие. По этой причине процесс этот будет ступенчатый. Можно ли сказать, что в мире нет гегемона? Валентин пишет. Ни Россия, ни США не способны добиться своих целей с более-менее сильными армиями. Да и Китай не спешит покончить с Тайванем. Или просто все боятся воевать по-настоящему? Иран не боится воевать по-настоящему, Израиль не боится воевать по-настоящему. Это две страны, которые мы с вами наблюдаем. Израиль ведет сегодня войну религиозного геноцида. Это, подчеркну, не мои слова, это слова Международного уголовного суда. Если помните, Нетаньяху признан виновным в геноциде против палестинского населения. То, что проигнорировали Соединенные Штаты и Израиль и там поиздевались над МУС, над Международным уголовным судом, это отдельный разговор. Но израильтяне действительно ведут самую настоящую тотальную войну геноцид. Они воюют по-настоящему, не церемонясь. Так же себя ведет Иран. Иран, мы выше говорили, не будем повторяться. Есть ли гегемон? Сегодня гегемон просто зашатался. Гегемон есть. Гегемон – это Соединенные Штаты Америки. Гегемония Соединенных Штатов Америки в экономическом смысле держится на долларе, на способности Соединенных Штатов продуцировать доллар и на том, что доллар сегодня является, куда ни кинь, все-таки важнейшей резервной валютой, хотя потихоньку замещается. И второе, это на мощи американской военной мощи. И в первую очередь, конечно, авианесущие группы, 10 авианесущих групп, которые охватили весь мир, все океаны. Но вот что показывает иранская война на сегодняшний момент. Что ракетное, дроновое оружие оказывается не только на поле боя важно, но также и в противостоянии с этой огромной мощью Соединенных Штатов Америки, которая раньше просто не поддавалась сомнению. И гегемон есть, но уверенность других стран мира, что этот гегемон гегемонический, если так можно сказать, сверхсильно, серьезно зашаталась. И это сегодняшняя истерика арабских шейхов, и это их негодование в отношении неспособности гегемона их защитить, хотя они работали на протяжении десятилетий с Соединенными Штатами Америки, в общем-то, помогая им создавать
свою экономику, американскую имея в виду экономику, играя с ценами на нефть, как нефтедобывающий регион. Американцы не могут этого сделать. Но эта ситуация, я вам скажу, она не уникальна. На протяжении истории человечества с 15 века у нас было 4 гегемона. От Голландии начиная и до Соединенных Штатов Америки. И каждый раз эта ситуация происходила один в один. Гегемон держался где-то около 100 лет, 100-150 лет. И потом где-то 50 гегемонию. Вне всякого сомнения, у меня, например, сомнения нет, что следующим гегемоном будет Китай, мировым гегемоном. А Соединенные Штаты, кажется, на этой войне с Ираном, они, кажется, подписывают себе пенсионное удостоверение. То есть, как гегемон, они сходят. То есть, они не будут уничтожены военным образом. Скорее всего, не произойдет мгновенного падения экономики Соединенных Штатов Америки, потому что с энергетическим кризисом у них собственных ресурсов достаточно для поддержания собственного энергетического баланса. Но то, что на пенсию постепенно они уходят, и то, что появляются новые сверхдержавы, да, собственно, как и писал Освальд Шпенглер еще буквально 100 лет назад в своей книге «Закат Западной Европы», да, когда он пророчил, что Россия и Китай – две новые цивилизации, которые через 100-120 лет, он писал, то есть, если он писал первую книгу в 916 году, то, пожалуйста, собственно говоря, поднимаются две новые цивилизации, одна из которых станет гегемоном. Вопрос такой интересный. Опять, я просто не знаю, как... это не вопрос, это, скорее всего, тема, да, потому что мы-то точно не знаем с вами. Мы не можем ответить да или нет. Василий, жив ли Нетаньяху? Не знаю. Я уж не знаю, кому верить. Либо верить тем, кто подает нам ролики и фотографии, показывая, что там есть несоответствие с пальцами или с решеточками, да, и так далее. Или их уже заранее сделали, эти пальцы и решеточки, и нам подали, сказали, поверьте в это. Или верить официальным заявлениям Израиля, что с Нетаньяху все в порядке, и видео его публичных появлений, они в порядке. Не знаю, время покажет, увидим. Долго скрывать не получится, понимаете? Долго скрывать не получится. Хотя уже сколько там, 14 или... Сколько? Сколько-то заседаний. Я могу сбиться, сейчас вылетела с головы цифра. То, что уже больше недели, это точно. Пропускает Нетаньяху, прогуливает. Да, пропускает. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем стриме. Примерно в это же время, по четвергам, присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на Василия Волгу, подписывайтесь на канал Александр Шелест, и самое главное, берегите себя и друг друга. Василий, спасибо большое за время и мысли. Спасибо, Александр, и с глубоким уважением к вашим подписчикам. Очень хороший вопрос. Друзья, всем добра и света. Увидимся.